тот день я ехал на очередную выставку молодых и одаренных художников. Мой босс и покровитель Владимир Чайка возлагал большие надежды именно на эту выставку. Ведь на нее должен был прийти какой-то очень разрекламированный художник. Для меня слово начальника закон, поэтому, надев свой самый лучший светло-серый костюм и оранжевый галстук, я в хорошем настроении подался на остановку. Погода тоже не давала поводов для грусти. Солнце ласково согревало все вокруг. Теплый ветерок нежно касался щек. Девушки и женщины поглядывали в мою сторону, но сегодня мне было не до них. Душа жаждала славы. В воздухе царили ароматы цветов, ведь их начали продавать прямо на улице. Цветы я обожаю с детства, потому с радостью купил себе букет красных роз. Такие они совершенные в своей красоте, такие соблазнительно милые. Красиво я смотрюсь на фоне этих цветов. Жаль, что фотоаппарат не взял. Стоп, но есть же телефон. Несколько секунд и фото на память про этот день готово. Автобус не пришлось ждать. Он прибыл почти сразу, как только я пришел на остановку. Такой комфортабельный, с мягкими креслами и с кондиционером. В салоне играла приятная музыка. Что-то такое, от чего клонит ко сну. И вот уже другая реальность рядом со мной. Купейный вагон. Возле столика сидит девушка модельной внешности, просматривая журнал мод. Вот такой каламбурчик. Я бесстыдно рассматриваю ее ноги, которые обуты в высокие сапожки. Мой взгляд оценивает ее фигуру, ласкает грудь. Какая же она чертовски красивая. Но углубленная в свой журнал и не замечает меня. Вдруг распахиваются двери. Заходит проводник и говорит: «Выходим, следующая станция – тот свет». Что за глупость? Он, видимо, с головой не дружит. «Что вы такое говорите? Мы до Киева едем, а не на тот свет». Девушка никак не отреагировала на приход проводника. Как читала журнал, так и читает. Наверное, был бы всемирный потоп, а она дальше читала бы. И вдруг я ощутил сильный толчок. Меня бросило вперед, а затем вверх. Боль. Невыносимая боль. На миг все исчезло. Просто перестало существовать, будто и не было никогда и ничего. Потом завеса сна приоткрылась, и я увидел страшную картину. Наш автобус лежал вверх тормашками, а люди валялись на дороге в ужасных позах. Кто-то, придавленный дверцей, пытался вылезти из-под массы тел, которая навалилась, но это было невозможно. Кто-то держался руками за голову, из которой ручьем струилась кровь. Кто-то кричал и плакал, и трупы. Много трупов. Внезапно я увидел себя. Какое удивительное чувство. Я стою и вижу свое тело. Оно распростерлось на дороге, преграждая живым путь. А цветы... Мои любимые цветы лежат вдоль дороги в крови. Живым? Значит, проводник сказал правду, и я уже мертв? Но нет, я жив. Думаю же, значит, жив. Какой-то бред. Приехала машина скорой помощи, но мне она уже ни к чему. Как теперь попасть на выставку? Что скажет Владимир? Так надеялся на меня, я взял и подвел. Но это произошло помимо моей воли. Врач склонился над моим телом. «Этот мертв, пульс не ощущается». Моя догадка подтвердилась. Я действительно на том свете. Но здесь грустно, хоть волком вой. Где же те, кто должен был бы поздравить в этом новом мире? Ангелы или демоны? Нет никого. Вот и полиция не задержалась. Не хочу здесь оставаться. Неинтересно. Узнать бы, что происходит в галерее. И только так подумал, как оказался там. Сразу заметил босса. Он стоял возле огромного стенда с моим плакатом и разговаривал по мобильному. Я бессовестно подслушал тот разговор. «Что ты говоришь? Авария? Все погибли? А у тебя есть списки? Ну так посмотри, что там с моим художником». Пауза, далее разговор. «Это точно?»
А может, и хорошо, что так случилось. Он не перспективный. Его брат действительно был чрезвычайно талантлив. А он так, подделка. От удивления я аж на стул присел. К счастью, там ничьей задницы на тот момент не было. Ну и новость. А оказывается, вот как он обо мне думает. Это я-то не перспективный. Теперь понятно, почему несколько месяцев подряд не брал мои картины для показов. У меня возникло желание сделать что-то плохое. На глаза попалась фарфоровая ваза. Цветочки в ней хорошие, но что мне до них? Одно легкое движение, и она оказалась на полу, создав такой желанный для моей души звук. Владимир обернулся на звон стекла. «Что за чертовщина? Кто бросил вазу?» Отозвалась девушка, которая именно в этот момент внимательно рассматривала мою картину «Тайная вечеря». Я очень хотел обрисовать все так же красиво, как это сделал Леонардо да Винчи, но таланта не хватило. Теперь уже жалел, что взялся за эту работу. Столько ночей не спал, а эта барышня надула губки и отошла прочь. Тем временем подошла к боссу его законная жена. «Ах, вот ты где, а я тебя по библиотекам ищу. Должны ехать на поминки к Ленским. Ольга погибла». «Ольга? Когда и как?» «Доехала в автобусе вместе с твоим художником. Они оба погибли». Босс сказал непечатное слово, а дальше продолжил. «Не хотел я деньги вкладывать в того болвана. А так носился со своими картинами, так хвастался. Ну и где он теперь? В морге». Он расхохотался прямо мне в лицо, а его пассия добавила. «Туда ему и дорога, чертям будет свою размазню показывать». «Ну это уже слишком. Сейчас я вам покажу, где раки зимуют и кто в доме хозяин. И изо всех сил кричу: «Придурки! Уроды!» Но они почему-то не реагируют. Неужели меня не слышат? Так и есть. Никакой реакции. Она как пила апельсиновый сок, так и пьет, а он уставился в игры в телефоне. Я все равно вас достану. Другим путем. За оскорбление заплачу оскорблением. Присматриваюсь к публике, которая в зале, раздумывая над тем, чтобы такое отколоть. У одного человека увидел в руках зажигалку. Я без крыльев, но парю в воздухе словно дым. Для меня нет преград. Спокойно прохожу через стены, через стекло. Я невесомый, будто перышко, лечу куда хочу. Так вот, подлетаю я к этому мужчине, нагло вырываю из рук зажигалку и лечу себе дальше. Художник. Ведь это был именно тот модный художник, о котором говорил Владимир, находится в состоянии шока. Его взгляд следит за зажигалкой, которая сама по себе плывет в воздухе. Меня он совсем не замечает. Подхожу. Нет, лучше подлетаю к той чрезмерной барышне и, держа зажигалку, прикасаюсь ею к ее волосам. Огонек сразу же ловит эту роскошь в свои объятия. Такого визга я, наверное, за всю жизнь не слышал. Дама трепыхается, словно курица, которую посадили на горячую сковородку. Очень меткое сравнение, ведь огонек слишком горячий. Я закрыл зажигалку и положил ее на ближайший стол. Никто не понимает, что произошло. Почему у Маргариты загорелись волосы? Ей удалось погасить огонек. Для этого она вылила себе на голову графин воды. Теперь сидит такая перепуганная, мокрая и смешная. Мне ее совсем не жаль. Еще надо как-то этого надменного босса проучить. Я решил лететь за их машиной, чтобы попасть к ним домой. На дороге вел себя смирно, не хулиганил. Рита все время стонала, и меня это невероятно раздражало. Владимир предлагал отвезти в больницу, но она отказалась. «По-твоему, что я им скажу? Сама себя подожгла? И кто же меня так ненавидит, что совершил такое?» «А ты не видела?» «Нет, помолчи хоть минутку, голова болит». Дальше ехали молча. У меня стал очень чувствительным слух. Машина гудела, но я слышал каждое слово, хотя находился снаружи, то есть над ними. И зачем я за ними лечу? Я ведь могу теперь попасть в их дом без ключа. Вот и я уже в их подъезде.
7-й этаж, квартира 33. Тук-тук, двери мне не надо. Сейчас я сделаю вам праздник. В прихожей привел идеальный беспорядок. Сапоги и туфли положил на вешалку, пальто и куртки аккуратно сложил на пол, как будто там им и место. Потом залетел в ванную комнату, налил в ванну воды и сбросил туда мыло, шампуни, дезодоранты, духи и даже салфетки. Далее проник в кухню и там сделал такой переполох, что долго меня будут помнить. Порассыпал на пол крупы и сахар, разлил литровую банку сока, раскидал мусор, который до моего прихода спокойно стоял в ведре. А потом я зашел в кабинет босса и, включив компьютер, набрал такой текст. В другой раз отнеситесь с уважением к тем, кто попал на остановку «Тот свет». Маргарита, волосы отрастут, а память про этот день вряд ли сотрется. Владимир, радуйся, что избавился от неперспективного. В моем телефоне, если он уцелел, найдешь последнюю фотографию. На ней я изображен с цветами. Размести в своем журнале. Это же не трудно. Твой пароль мне известен, потому что твоя тупая секретарша Людка набирала его при мне. А у меня хорошая память. Как только я дописал эти слова, откуда-то налетел вихрь и, подхватив меня, швырнул к окну. И через стекло я вылетел на улицу. Там меня уже ждали. Что было со мной дальше? Огромная тайна. Поэтому оставляю вам право на размышления.